пожаловать на моем канале. Меня зовут Анна Шелегова, и сегодня я в Неаполисе, в Италии. В испанском квартале много мусора. На балкончиках висит одежда. Пахнет маслом. Жареным таким, очень такой тяжелый воздух, спертый, душный. Летом тут, наверное, очень неприятно ходить. Марадона. Неаполь просто его обожает. Везде вы увидите Марадону. Так, я вижу уголок, посвященный Марадоне. Поклонники Марадоры оставляют ему маечки, шарфики. Все улицы разрисованы в граффити. Вот посмотрите, вот граффити, везде граффити, да? И прямо на улицах можно увидеть, как это происходит. Вот местный художник делает такое дерево красивое. В общем, здорово. Город прям живет. А лишь додумался, молодец. Вот это блюдо называется оранчини. Оранчини — это рис с помидорами, и еще иногда бывает немножечко бекона. Очень вкусненько. В Неаполисе можно попробовать лимончелло. Это такой алкогольный напиток, из лимонов делается, очень вкусненький. Wow. Do you want to try this? Okay, Limoncello try spritz. first. How is it? Very strong, but nice. Oh my god. Really good. Вот этот человек делает самую вкусную пиццу, и мы сейчас ее попробуем. Сорбило. Я погуляла по городу, сейчас я очень голодная, и сейчас обеденное время. Я зашла в пиццу Сорбило, тут прямо делают на глазах итальянскую маргариту, пиццу из Неаполиса. Именно происходит маргарита. Посмотрите, как ее делают. Профессионал делает настоящую неаполитанскую маргариту. Это оливковое масло, олива-олео, моцарелла, пармезан, mozzarella cheese, parmigiano, tomato sauce, oil, evo. олива-олео. И пицца готова. Такими ловкими движениями делается настоящая пицца. Сейчас буду пробовать пиццу. Это очень вкусно. Это очень вкусная пицца. Чудесно. Базилик чувствуется любовь в этой пицце. С песней он эту пиццу делал. Это чудесно. Вот этот оранчини намного лучше, чем тот другой. Мы, короче, кушаем. Вот все. Это невероятно вкусно. Всем советую.
Пиццерия Сорбило. Прям супер. Очень интересный город. Такой весь пошарпанный, старый, но в этой вот обшарпанности вы находите очень красивые старые здания. Очень уникальный город, я никогда еще такого не видела. Вот, посмотрите. Где-то обваливается краска, где-то уже надо подштукатурить. А тут вот, оп, и такая красота. Город контраст, вот сзади меня граффити, а впереди меня красота. Сушится белье у кого-то на балконе, отваливается штукатурка, а тут красота. Вот какие балконы, сушится белье, полотенце, а рядом красота. English, yeah, we're from UK. Grazie. Ciao. To that Santa Maria. Let's go there. Нас выгнали. В этом костеле Санта-Мария можно спуститься в подземелье. Она выглядит вот так. Прям как из фильма. Мне кажется, тут снимали какого-нибудь графа Дракулу, который делал жертвоприношений. Ей-богу, видела что-то подобное в фильме. Чувствуете таким сатанистским. Хотя это церковь. А черепа какие-то. О, пошло. Пошло-поехало. Вот это находится прям за алтарем, вот косточки, люди приходят, молятся, а вот чему молятся? Очаровательно, мы прям зашли за алтарь, тут можно, это мы заплатили, это как в музей зайти, да, и вот сзади есть музей, вот за этим алтарем, и вон туда пройти можно, и там вот музей. Ну вот это вот меня впечатляет. Спрятали же, да? Наташа говорит, что это город с изюминкой. Да, Наташа? С перчинкой. С перчинкой. Ну да, скорее всего перчинка, потому что тут... Перчик чили. Нам сказали ни в коем случае не заходить за вокзал. Там за вокзалом страшное дело творится. Ни в коем случае туда не идти, даже днем. Там воруют, даже может какой-то нож к горлу представить. Ну, короче, страшно. Тут мафия, короче, этим городом рулит, поэтому надо быть очень-очень осторожными. Так, сейчас мы идем дальше гулять по старому городу и смотреть, что тут интересненького. Марджелина. Наверное, самое красивое место в Неаполис. Побережье. У замка есть легенда. Говорят, что там спрятано яйцо. И это яйцо
оно охраняет город, то есть если это яйцо разбить, город упадет, то есть этот замок разрушится. Такая вот легенда, как в каждом городе есть, как он был обоснован. Так вот, есть такая легенда в Неаполисе. Помпея находится всего лишь в получаса езды на машине от Неаполиса. Ну или можно взять поезд и за час доехать. И можно увидеть этот потрясающий город. В Помпеи можно прогуляться также по домам. Вот так выглядят дома. А вот так выглядел один из домов. Внутренний дворик с фонтаном. Вот я вижу там, может на камере и не видно, но капелькой выложена красиво, плитка мозаикой. Вот мозаика тоже старались, сделали. О, смотри на это. О, какой вид. Можно пройтись по этим помпейским улочкам. Город очень старый, ему около 2000 лет. Взорвался вот этот вулкан Везувий и накрыл город пеплом. Люди все бежали, ну, конечно же, они не спаслись. И даже сейчас можно пройтись в музей, увидеть остатки этих людей. И мы сейчас гуляем по этим улочкам. Этому, да, как уже говорила, городу 2000 лет, и просто ходишь тут и ощущаешь такую древность. Тут, ну, дождь, погода не очень зимой приезжать, но если в марте, в апреле приедете, будет просто супер. Спасибо. Нескончаемые улицы. Иду. И вот вроде впереди я вижу кентавра. Статую кентавру. Сейчас подойду поближе, посмотрю, что там. Вот это, наверное, главная площадь. Там виден Везувий. И вот статуя кентавру. Ну, это кентавр. Потому что тело лошади и человека. Как думаете, 2000 лет назад кентавры реально существовали? Или они просто их выдумали, как из мифа? Мне кажется, что они вот реально существовали, эти кентавры. И вот этому человеку поставили памятник, как для нас. Но не могло же ведь это быть символически. Обычно так не делают, особенно на главной площади. Ставят какому-нибудь Нельсону памятник, или Винсу Дирке, или еще кому-нибудь. Вот. А тут кентавру поставили. Что ты думаешь о масштабах этого сайта? Не ожидала. Я думала, будет поменьше. А здесь реально целый город похороненный. Главные улицы. Дворца. Ну, тут уже точно карета не проедет. Вот в таком городном комплексе жили люди 2000 лет тому назад. Ну, хорошо сделано все. Инфраструктура. Видно, где школы, где больница была. Продуманный город. Главный театр. Тут происходили разные бои. Даже гладиаторы тут дрались. И люди приходили, садились и смотрели на разные шоу-представления. Мы познакомились с чудесной девочкой Розой. Сегодня у нее день рождения, 14 лет. И сейчас будем ей петь песню.
Вот так вот весело отпраздновали день рождения. Под замками. Первые ворота. Вот так живут неаполитанцы. Так. И вторые ворота с выходом на улицу. Защищенность на максимум. Городом Неаполь управляет мафия, она называется Каморра. Я думала, что ее главный бизнес это наркотики и убийства и всякая такая подпольная организация, но оказывается это вывоз и утилизация мусора. Вы же платите коммунальные услуги, да? Так этим занимается мафия. Она взяла это все под контроль, она зарабатывает миллиарды долларов. Эта площадь недалеко от вокзала. Ну и как все привокзальные точки в городах, они, ну, не самые привлекательные. Граффити, подозрительные персонажи, очень много иммигрантов видно. И такое место так себе вечером. Тут даже лучше одному не ходить, это опасно. Мне местные сказали, кто-то живет, что за станцию ни в коем случае не заходи. То есть сзади станции там очень-очень невероятно опасно. Вот, посмотрите, детская площадка. Ну, конечно же, ею никто не пользуется, она вся ободрана. И везде граффити, весь город в граффити, кое-где есть мусор. Ну, не так, что аж прям грязно. Приемлемо, я так скажу. Вчера мы были вон там, в том переулке, и там есть небольшой базарчик, и там люди торгуют всем, ну, ворованным, так скажем. Нас обокрали успешно 2 раза, но поскольку ничего у нас в портфелях ценного не было, поэтому все нормально. Мы знали, что такое может случиться, поэтому там ничего ценного не ложили.